Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой джемпер. Джемпер с шармом, я его так назвала для себя. Он связан крупной вязкой с интересными выразительными косами. И в целом у меня впечатление не оторвать глаз. Очень притягательный образ. В компании вы непременно будете в центре внимания. Плюс, большой плюс этого джемпера, вы вертикальные косы, которые очень зрительно вытягивают фигуру. То есть мне этот красивый джемпер очень нравится. Я вам приближаю картиночку, и вы сейчас внимательно посмотрите, как он выглядит. Смотрите, V-образный вырез, да, это тоже стройнит бедра. Вот, крупная вязка, крупная коса. Вот. И здесь платочная вязка и изнаночные петельки используются. Вяжется легко. Справится, в принципе, девочка, не имеющая большого опыта. Свяжется этот джемпер очень быстро, потому что, сами видите, вот по спиночке я вам приближаю тоже. Интересно, вот здесь видите, какая интересная стратегия, я бы так сказала, вывязывания выреза. Здесь он явно есть, и средние петельки у нас закрываются, видите, на фоне лицевых петель. То есть лицевую гладь сделали последние 4 ряда лицевой глади. Ну, в принципе, довольно-таки интересная задумка дизайнера. Если сможете, девочки, сделайте так для себя. Вот я вам специально показываю все нюансы этой модели. У нас будет с вами также 3 косы идти, и между ними платочная вязка. Несложно вяжется. В принципе, вот прям реально можно порекомендовать девочкам, которые не очень большой опыт имеют в вязании, и тем более он быстро свяжется. Да? Вы будете реально в центре внимания в своей компании. Цвет такой еще очень яркий, интересный такой цвет, приятный очень. В общем, мне нравится этот джемпер, и если вам он тоже нравится, давайте сегодня разберем, как его вязать. Мы с вами свяжем образец, выберем пряжу, спицы, измерим плотность и сделаем расчеты. Расчеты делаем на 44, 46, 48, 50, 52, 54 размеры. Вот такой охват. Я считаю, что этот джемпер подойдет на возраст любой. Даже женщины постарше вполне будут очень модно и стильно выглядеть в таком красивом джемпере. Итак, мои хорошие, сейчас выбор пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Для вязания этого джемпера предлагаю пряжу Аделия из Фиона называется, ручное вязание. Здесь вот у нас написано все мерочки. Смотрите, 50 грамм 90 метров. Состав 50% шерсть, 50% акрил. Ну и здесь, в общем-то, Австралия. Это пряжа изготовлена в Китае, но австралийская технология. Вот такая вот интересная пряжа. Цвет 416. Вы знаете, пряжа шелковистая и очень мягкая. Она чуть толще, чем обычно средняя мы привыкли вязать. Она очень мягкая, абсолютно не колется. Ее можно носить прямо на тело. Спицы я взяла 4,5. И вот так выглядит наш узор. Вот такие вот красивые косы переплетенные у нас на фоне платочной вязки. Смотрится красиво, хорошо. Узор у нас вот таким образом выглядит. Это наша коса, плоская так называемая коса, которая у нас выполняться будет
вот это перекрещивание не одним этапом, а в 3 этапа, то есть будет. Но это несложно выглядит. Я покажу вам технику для начинающих, особенно очень важно, по которой вы набьете руку, девочки, будете на автомате, вязать эти узорчики с косами. Только так будете. Легко, легко, легко. Там именно автомат нужно выработать у себя. У нас будет перекрещивание 4 петель все время налево. Вот. Ну, то, что здесь пустая клеточка, это лицевая, я думаю, вы все поняли. А изнаночная, это, как всегда, горизонтальная черточка. У нас раппорт будет составлять косые 8 петель, и в высоту раппорт будет 14 рядов. Все. И давайте посмотрим выкройка. Выкройка, вот так у нас выглядит выкройка. Это без размеров здесь пока что. Я просто показываю, как выглядит конструктивно наша джемпер. Вяжутся все детали снизу вверх, и каждая деталь отдельно, то есть спинка, перед, рукав, все вяжется, потом сшивается. Вот такая конструкция. Все размеры мы будем в расчетной части озвучивать. Здесь просто вот такой общий обзор. И вот такое описание я всегда выкладываю под видео, девочки. Это, значит, наши размеры, которые мы сегодня будем разбирать. И здесь вся инструкция по вязанию. Сколько петель набрать, как далее с ними распорядиться, да. Я все вам рисую в сегодняшнем мастер-классе, как узоры расположить, откуда берутся все эти петли, вся последовательность действий, в общем, здесь изложена. И это текст выложен под видео. Кто не знает, как открыть вкладку под видео, зайдите, значит, на канал. Под видео есть перевернутый треугольничек внизу справа. Нажмите на него, и вам вот такая вкладочка прям с текстом откроется. Это для тех, кто, в общем-то, мне часто пишет, что не могут никак открыть, найти, где это написано. Так, ну а сейчас давайте вязать узор. Для вязания образца я набрала 34 петли. И у меня вот уже сейчас вырисовывается первый раппорт, я связала. Да? Давайте, девочки, сразу приступим к вязанию первого ряда. Распределяем петельки следующим образом. Значит, кромочную сняли и вяжем 2 изнаночные. Затем 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На этих 7 лицевых у нас будет располагаться платочная вязка. Затем вяжем 3 изнаночные. И следующий момент будем делать перекрещивание. На, получается, 8 петлях у нас располагается широкая коса. Будут здесь перекрещивания на 4 петлях делаться. Вяжем косу. Первые 2 лицевые провязываются. Затем 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой оставляем. Следующие 2 за работой. Вот они высвобождаются. Видите, я высвобождаю и аккуратно вот так пальцем придерживаю. И сзади правой спицей эти 2 петли возвращаю на левую. Вот, все, перекрестили. Все 4 вяжем лицевыми. И еще в косе остались 2 лицевые. Все, косичка, первый ряд связана. Дальше опять идут 3 изнаночные. 7 петель платочной вязки. Вяжем их лицевыми. И еще 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем. Второй ряд и все четные ряды вяжем, как смотрят петли. В платочной вязке мы вяжем все петли лицевые. То есть платочная вязка, 7 петель у нас будут лицевые. Имейте в виду, что платочка у нас вяжется во все ряды лицевые петли. И получаются вот такие вот ряды. Самостоятельно вяжем. Третий ряд у нас с вами. Вяжем. Кромочную снимаем, 2 изнаночные. 7 лицевых платочной вязки.
Затем 3 изнаночные. В нашей косе на 8 петлях будут перекрещивания. 4 петли первых перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой. Следующие 2 за работой. Поменяли местами их. И вяжем как 4 лицевые. И следующие 4 петли также перекрещиваем налево. Сняли также, как только что делали, 4 петли на правую спицу, поменяли их местами. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. И все 4 вяжем лицевыми. Затем идут 3 изнаночные. 7 петель идут платочные вязки. 7 лицевых вяжем. И остались 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Платочную вязку вяжем лицевыми. 5-й ряд. Кромочную сняли, 2 изнаночные. Затем 7 петель лицевых, это платочная вязка. Три изнаночные. В нашей косе первые 2 лицевые вяжутся и 4 петли центральных перекрещиваются налево. Берем 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами и вяжем как 4 лицевые. В косе остались еще 2 лицевые, их тоже вяжем лицевыми. Все, перекрестили. Дальше идут 3 изнаночные. 7 петель лицевых, это платочная вязка. И остались 2 изнаночные. И кромочная тоже изнаночная. Связали. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. Платочную вязку вяжем лицевыми петлями. 7-й ряд вяжем. Сегодня так. И вяжем у нас опять 2 изнаночные. 7 петель лицевых. Это платочная вязка. Затем идут 3 изнаночные. 1, 2, 3. И в нашей косе начинаются петли, все 8 петель вяжутся лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых. Далее идут опять 3 изнаночные. 7 лицевых, платочная вязка, 2 изнаночные и кромочная изнаночная. 8-й ряд будем вязать, как смотрят петли. И хотела бы по схеме вам сразу сориентировать. Смотрите. Дальше вяжем самостоятельно 9, 11 и 13 ряды. Мы вяжем как смотрят петли, ну, кроме платочной вязки. Платочная вязка всегда вяжется лицевыми петельками, да? А в нашей косе все петли лицевые. В изнаночном ряду все петли изнаночные вяжутся. И следующее перекрещивание будет уже в 15 ряду. И то есть это будет уже 1-й ряд. Повтор раппорта. 15 ряд равен 1-му ряду. Да? Понимаете? Повтор раппорта пошел, снова идут перекрещивания. Я больше показывать не стану. Да? Сейчас я самостоятельно свяжу эти рядочки, девочки. И мы с вами встретимся уже, когда надо будет сделать влажную тепловую обработку образца. Вам я тоже советую связать раппортик, посмотреть, потренироваться, как получается. Я связала 14 рядов.
еще раппорта. Ну, то есть сейчас у нас с вами полностью связан раппорт, да. Теперь с первого ряда снова повтор. Но я это делать не стану. Как я и говорила, давайте сделаем влажную тепловую обработочку данного образца. Итак, горячим паром обдаем наш образец. И тянем его в разные стороны. По вертикали, по горизонтали. Очень хорошо тянется во влажном состоянии полотно. Обращаю внимание на кромочные. Их надо выпрямить. Аккуратно. Платочную вязку слишком уж вы не злобствуйте с ней. Уж слишком-то не тяните. А то все косы станут нерельефными. Так, девочки, оставляем все это дело вот так сохнуть. Теперь наша задача с вами измерить ширину образца. Измеряем простой линеечкой. Берем, так прикладываем. И измеряем. Так, у меня получается вместе с кромочным 20,5 сантиметров. И набирали 34 петли. 34 делим на 20,5. Получаем плотность 1,65. Отлично. Давайте запишем эту плотность, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 1,65 петель. Дальше идем. Теперь измеряем высоту нашего связанного образца. Так. Значит, прикладываем линеечку и 13,5 сантиметров. Считаем ряды. Итак, у меня 28 рядов. 28 разделить на 12,5 сантиметров. Получим плотность 2,25 все-таки. Я запишу 2,25. Так, в 1 сантиметре 2,25 ряда. Вот такие циферки у нас с вами получились по плотности. Сейчас будем использовать эти циферки при расчетах. Итак, вот такую выкроечку, девочки, я подготовила для данной модели. У нас здесь с вами спинка, перед, рукавчики, все снизу вверх вяжутся. Спинка, перед у нас вяжется одинаково. Различие лишь в вырезе горловины. Вот здесь он V-образный по переду, да? Начинаем мы вязать с планки нижней, которая вяжется резиночкой 1 на 1. И давайте сразу к размерам переходим. Будем сегодня делать описание для размера 44, 46, 48, 50, 52, 54. И сразу говорю, ширина спинки переда составляет первый размер 52 сантиметра, второй 56 сантиметров, третий 60 сантиметров. Прикидывайте, девочки, в сторону увеличения, уменьшения, или вы оставите как есть эти величины. И в петельном эквиваленте первый размер 86 петель набираем для узора, второй размер 92 петли, третий 100 петель. И откуда взяла сразу эти цифры, вам всегда бывает интересно, особенно тем, кто только впервые ко мне попал. Смотрите, мы берем наши сантиметры и умножаем на плотность, которую только что рассчитали. Вот эта плотность по горизонтали. То есть 52 сантиметра умножить на 1,65. Получаем, пожалуйста, 86 петель. Вот они, эти 86, откуда взялись. Аналогично я считал для других размеров. Так, для планки набирать будем на 10 петель меньше. 76, 82, 90 петель. И в последнем изнаночном ряду 10 петелек равномерно прибавим. У нас будет на спицах вот эти цифры: 86, 92 и 100 петель. И самый интересный момент, как будем располагать все эти узоры. Смотрите, наша с вами схема включает в себя 8 петель, это коса. 7 петель у нас была платочная вязка, да? И между ними вот 3 изнаночные. Вот здесь я изображаю, как это должно выглядеть, значит, на нашем джемпере.
Первый размер. По центру идет коса, 8 петель, видите, вот показано. С двух сторон от нее идут 3 изнаночные, затем также с двух сторон симметрично 7 петель платочная вязка, я ее обозначаю 7, видите, 7П, 7П. 3 это все изнаночные, которые между нашими узорами идут, да? Затем опять идут 2 косы, то есть 3 изнаночные, 2 косы по 8. Всего 3 косы у нас получается в узоре. Опять 3 изнаночные, 7 петель платочной вязки. И все завершается для первого размера 7 изнаночных. Справа 7 изнаночных слева. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Вот таким образом у нас уместилось 86 петель. Для второго размера я беру расширение, делаю за счет прибавки петель в платочной вязке. На одну петлю больше, вместо 7 делаю 8. А так расположение узоров точно такое же. Начинаем мы кромочная, 8 изнаночных, 7 петель платочной вязки, 3 изнаночные, 8 петель коса, 3 изнаночные, 8 петель платочной вязки, 3 изнаночные, 8 коса, 3 изнаночные, 8 петель платочной вязки, 3 изнаночные, 8 коса, 3 изнаночные, 8 петель платочной вязки. Завершаем все 8 изнаночных и кромочная. Это был второй размер, 92 петли. Третий размер у нас все то же самое, что я сейчас продиктовала. Расположение только платочная вязка, 9 петель делаем. И заканчиваем с вами, вернее, начинаем 10 изнаночными и заканчиваем 10 изнаночными. Вы вправе, девочки, для большого размера сделать такое, значит, расположение, как, например, какие-то косы добавить, да, то есть просто какие-то жгутики на 4 петлях. То есть здесь проявите фантазию по бокам. Вот, в принципе, на любой размер можно проявить фантазию, да, то есть вместо 7 изнаночных сделать, например, жгутик какой-то, да, то есть сделать, например, 3 изнаночные, да, после 7 петель платочной вязки, сделать 3 изнаночные и 4 петли жгутик, да, получится у нас 7 изнаночных. Расположение жгута с наклоном так же, как у нас было вот влево, так же, как у нашей косы. То есть проявите, пожалуйста, свое собственное, как говорится, ну, как это сказать, свой дизайнерский вкус, да, то есть попытайтесь что-то свое привнести, свою изюминку добавить. Я только за. У нас спущенный рукав, конструкция, поэтому по прямой вяжем наш узор. И здесь у нас на определенной высоте будет вывязываться у спинки вырез горловины. Как его вывязать, я подробно описываю в описании. Вообще все, что мы сейчас с вами говорим, будет в виде текста в описании под видео выложено. То есть сейчас я просто объясняю, откуда берутся эти цифры, показываю вам все вот эти размеры. Да? А так вся последовательность вашего вязания под видео в виде текста. Так, смотрите, на вырез горловины у меня пришлось 32 петли, 34 второй размер, 36 петель третий. Как считала, да, берем вот наши 19 сантиметров первый размер и также умножаем на плотность по горизонтали 1,65, то есть 32. То есть 19 сантиметров умножить на 1,65 плотность по горизонтали. Вот, пожалуйста, вам 30. Должно быть четное число, поскольку мы используем в узоре четное число. По вырезу тоже должно быть четное. 32 петли. Вот. И все, что осталось, это петли плеч. Первый размер 27, второй 29, третий 32 петли. Высота проймы. Первый размер беру 18 сантиметров. Второй размер беру 20, третий 22 сантиметра. Вы можете этот размер под себя изменить. Кто пошире, кто поуже, как кто хочет. Я беру усредненные такие показатели, общепринятые. Так, для V-образного выреза по переду
тоже высоту выреза беру как 17 сантиметров. Вот эти все мерочки у меня складываются по вертикали из длины изделия. Для первого размера это 58 сантиметров, второго 59, третьего 60 сантиметров. И, в общем, здесь я уже все это измерила в сантиметрах. Переводим каждый размер по вертикали с помощью вертикальной плотности в ряды. Вяжем, именно соблюдая ряды, а не измеряя каждый раз полотно сантиметров. Считайте ряды. Это правильная технология. То есть 33. Вот у нас стоит мерочка от планки нижней до выреза горловины переда. Первый размер это 33 сантиметра. Давайте 33 умножим на нашу плотность по вертикали 2,25. Это будет 74 ряда. То есть я пишу 33, это 74 ряда. 33 сантиметра мы должны с вами от планки связать 74 ряда и после этого приступить к вывязыванию V-образного выреза. Мы будем вязать каждую половинку раздельно. Вот, и делать убавочки в каждом втором ряду. В первом случае у нас 16 убавок, во втором размере 17 убавок и в третьем 18 убавок в каждом втором ряду. Вы закончите чуть раньше здесь и просто вяжите до конца, до высоты спинки. Общая длина у вас известна, посчитайте, девочки, сколько должна быть длина изделия с помощью вертикальной плотности. Примените вот этот расчет. Резинка имеет такую же плотность по вертикали, что и наш узор, потому что там используется лицевая и изнаночная гладь. Это логично, да? Так, теперь рукавчик у нас с вами. Рукавчик у нас, высота будет планочки нижней я сделала побольше, потому что она там явно больше, чем у спинки переда. На 2 сантиметра сделала 10 сантиметров. Для резиночки 1 на 1 планочка вяжется. Набираем первый размер 40, второй 42, третий 44 петли. В последнем изнаночном ряду все петли доводим до одной цифры 56 петель. Располагаем узоры после планки вот таким образом у рукавчика. По центру идет платочная вязка 7 петель, с двух сторон 3 изнаночные, затем 2 косые по 8, 3 изнаночные, 7 петель платочная вязка, 3 изнаночные и кромочная. В сумме 56 петель на все размеры. И далее у нас идут прибавки по скосу. Самая широкая часть рукава с нашей вот глубиной выреза, с глубиной проймы, это 36, 40 и 44 сантиметра. Умножаем на горизонтальную плотность 1,65, да, получаем петли 60, 66, 72 петли. Вот таким образом распределяется у нас все. Здесь будет небольшой окат, всего на 2 ряда, на 4 ряда в высоту 2 сантиметра. Вот. Скос у нас будет составлять первый размер 2 петли, второй 5 петель, третий 8 петель. Длину рукава, пожалуйста, будьте внимательны, измерьте для себя индивидуально. Вот в моем случае это 46,5 сантиметров общая длина рукава. Вот, пожалуйста, эту мерочку для себя откорректируйте под свой рост, под свое желание. Да? То есть здесь вот иногда после манжеты идет пышное такое напыление, я бы так сказала, да, в манжетах. И здесь идет сильное расширение полотна. Кто хочет такое напыление, кто не хочет, да, пожалуйста. Кто-то, может быть, сразу после резинки хочет, чтобы все вот так прям ровненько шло. Это все на любителя. Как связать этот окат, как вот эти петельками распорядиться вот здесь, я тоже в описании рассказываю, я здесь не говорю об этом, я вам просто поясняю, какие тут мерочки у нас брались и как попетельно это все выглядело. Так, мои хорошие, если вас интересует, как рассчитала я вот эти петли, через какое равное расстояние, у меня есть ссылочка под видео на мастер-класс по расчету индивидуальному изделию.
Там я говорю, как рассчитать скос. Берете длину скоса. Вот у меня это 34,5 сантиметра. То есть вот отсюда, где окат, и до планки. 34,5 сантиметра умножаем на вертикальную плотность 78. И вот у меня по скосу надо прибавить 2 петли. 78 разделить на 2. Получается сколько? 39. Правильно. В каждом 39 ряду мы делаем по одной прибавке. Справа и слева одновременно. Также я считал для других размеров. 78 рядов надо разделить на петли, 5 петель. Вы получите величину через расстояние. То есть 78 разделить на 5. Получаем. Вот, пожалуйста, в каждом 15 и 16 ряду надо делать прибавки. Чередуем. 15 ряд прибавка, справа-слева. Потом следующее 16. Можно это проигнорировать и сделать прибавки в каждом 15 ряду. Просто здесь раньше закончатся прибавки, просто свяжите по прямой и все, а затем пойдете на окат. В принципе, все я вам рассказала, мои хорошие. Ничего здесь нет сверхъестественного. Мы много раз разбирали с вами подобные изделия, да, вязаные. Я думаю, что для не новичков ничего я нового не открыла. Вы сами все это послушаете. В принципе, все это сами посчитаете. А для новичков, я думаю, что мое объяснение было очень полезным. А сейчас, мои хорошие, до новых встреч. Желаю вам удачи!